Добрый день, мои дорогие друзья! Делюсь с вами рецептом приготовления татарского десерта под названием чак-чак. Готовить я его буду сегодня из 6 яиц. Вы по желанию можете взять меньше. Яйца разбиваем в миску. Затем добавляем щепотку соли, щепотку соды. Можно, в принципе, соду не добавлять, но я добавляю. И затем немножечко взболтаем. Взбивать яйца абсолютно не нужно. Всыпаем просеянную пшеничную муку. На это количество яиц у меня ушло 3,5 стакана муки. Объем стакана 250 мл. Расход муки зависит от размера яиц. Может понадобиться либо больше, либо меньше. Самое главное, тесто должно получиться средне-тугое. Замешиваем тесто. Естественно, выключив камеру, я делаю это, заправив рукава и хорошенько вымешиваю тесто. Готовое тесто делим на 2 либо 4 части. И каждую часть скатываем в шарик. Затем накрываем кухонным полотенцем и даем отдохнуть минут 20. Затем каждый шарик теста раскатываем в тонкий пласт толщиной 2 мм. И как видите, я стараюсь минимально использовать муку, потому что во время жарки обычно, если много муки, то масло сильно пенится, а этого нам не нужно. И если вы заметили, то я раскатываю сразу все 4 части теста, оставляю немножечко подсушиться, потому что в дальнейшем потом их легче будет нарезать на нужные нам полоски. В общем, нарезаем на полоски шириной 3 сантиметра и каждую полоску кладем друг на друга. Затем нарезаем лапшу, не сильно тонкую, но и не сильно толстую. Я заранее нарезаю всю лапшу и только потом обжариваю, так как она быстро жарится. В кастрюлю с высокими бортиками вливаем пол-литра растительного масла и разогреваем его. Разогрето ли масло, можно проверить, опустив в него деревянную шпажку. Если появляются пузыри, значит масло разогрето. Обжариваем лапшу понемножку, при этом постоянно перемешиваем шумовкой, так как и масло не будет не сильно пениться, и лапша равномерно прожаривается. Кто-то любит бледную лапшу, я же люблю золотистого цвета. Готовая лапша очень вкусная и хрустящая. По желанию в лапшу можно добавить обжаренные грецкие орехи. У нас в Дагестане еще любят добавлять коноплю, семена конопли. Тоже получается очень вкусно. Теперь не менее важный момент – это сварить правильно сироп. В сотейник вливаем воду 70 мл. Всыпаем 500 грамм сахара и аккуратно перемешиваем. Ни в коем случае не перемешиваем интенсивно, чтобы сироп не засахарился. Как только сахар растает, вливаем мед. Любой жидкий мед. У меня глюкоза с турецкого магазина. Также добавляем лимонную кислоту на кончике ножа. Либо нужно будет выдавить лимонный сок с половинки лимона, если у вас, конечно, нет лимонной кислоты. Варим сироп на среднем огне до температуры 120 градусов. Время варки у всех разное. У меня варился 10 минут. Если у вас нет термометра, готовность сиропа можно проверить, капнув его в холодную воду. Готовый сироп можно собрать в мягкий шарик. Теперь горячий сироп вливаем в лапшу и быстро перемешиваем, чтобы сироп попал на всю лапшу. Перекладываем на широкое блюдо. Смочив руки в воде, утрамбовываем наш чак-чак. И затем даем ему остыть. И только потом можно будет нарезать на кусочки. Из 6 яиц у меня получается 2 больших подноса. Это 1 килограмм лапши. Все нюансы я проговорила на видео. Но если у вас остались вопросы, пишите обязательно в комментариях.